хватит подъебывать про наркотики. Мы не курим дурь. Мы не курим дурь, блядь. Ты видел, блядь? Посмотри. Мы не курим дурь. Еще раз. Это все ЛСД, блядь. Всем привет из ателье Loud Sound обновленного. И сегодня у нас самый долгожданный тест, обзор динамиков LS65. И не могли мы его сделать без Solo V2, потому что по сегодняшний день это как бы считалось эталоном среднечастотника. Я бы сказал 16,5 сантиметров, но их любят троллить за то, что они не 16,5. Ну, это как бы мелочи, все, если захочется, дырку пропили. Я кучу тестов сейчас посмотрел, в том числе Миша М. Вот в этом тесте меня не то, что зацепила одна вещь, я понял, что мы сами вот виноваты в том, что до этого как бы не показывали людям, как реально протестировать мощность динамика, если это по какой-то причине вдруг стало необходимо. Поэтому люди не знают, сколько в динамик льется, смотрят какие-то заявки мифические, потому что заявка любая – это миф. Заявлено на динамике 150 или 200 Вт, это зависит от огромного количества факторов. То есть можно его запустить в Open Air, можно его запустить на 50 Гц, на 200 Гц. То есть много разных условий. Можно загнать динамик в такие условия, что он на 500 Ваттах будет жить спокойно. Можно его спалить легко и 100 Ваттами, даже при заявке 200. Ну, сегодня мы проверим на практике следующие вещи. Смотрите, порядок действий у нас какой. Усилитель у нас Apocalypse 1500, то есть у нас в 4 Ома на канал должно быть порядка 300 Вт. Сейчас мы посмотрим, какой чистый сигнал с него летит, то есть мы будем знать вот эти ваты, которые вы любите, сколько нам выдает усилитель. Потом на синусоиде проверяем, сколько в динамике у нас залетает, ну в пиках. Понятно, что на музыке не будет столько залетать. Глянем вот эти вот реальные ваты. Что это такое, когда с ОГОшки при таком гении у нас летит 50 Гц. Ну, естественно, 50 Гц слушать никто не будет. Мы будем на 50 тестировать, а? Да, на 50 запустим, примерную мощу покажем. Конечно, там 200 Вт с 50 Гц снимать смысла нет. Эти динамики не предназначены работать на таких частотах. Но понимание, сколько летит с усилителя, у вас при этом будет. И потом, собственно, включим музыку, например, на этой громкости. Проблема в том, что на музыке, естественно, у нас никаким образом мы не увидим вот этих цифр. Но понимание уже будет, что происходит при вот этом вот супер громком звуке, когда вот такой усилитель там почти вовсю долбит, когда уши уже заворачиваются, динамики там уже на грани смерти, вы примерно должны увидеть, какая мощность летит в эти динамики. HPF у нас сразу подкручен вот на чуть-чуть, ну там буквально мы отсекли ниже полтинника, остальное не трогали, гейн почти на максимум, LPF не трогали, ну фазу, бас-буст тоже все по нулям. Сейчас мы проверим, сколько у нас усилитель дает в 4 Ома сопротивления. Ты подключил? Ты неправильно подключил. Я смотрел фильмы про войну, там надо языком замыкать провод. Так, есть сигнал. 4 Ома, да, все четко. И бьется. Так, спосик обратно. И 340-350 Вт видим чистых с этого усилителя. Так, подожди, я тебя еще раз током побью. Я не показал, крутилка на каком уровне примерно стоит при таких ваттах. Чуть-чуть назад. И ну, где-то 11 часов. Так, подключили динамики. Смотрим при 50 герцах. Примерно вот на 11 часов крутилка. Динамики у нас выхватывают по 100 Вт. Ну и видите, что Loud Sound здесь упирается сильнее. У него
Рост сопротивления выше. То есть на 50 герцах мы видим, что работать комфортней Loud Sound. Он упирается больше, рост импеданса у него выше. Теперь 200 герц. На 200. На 200 рост выше у Прайда, ему комфортнее работать на 200 Гц, он выхватывает меньше. Давайте пойдем чуть дальше. Сейчас мы охереем, ты знаешь об этом? Это очень неприятный звук. Хуже может быть только 800. На 500 видим уже примерно равную картину. Ну, как я и говорил, разные частоты будут по-разному комфортны для динамиков, поэтому судить о сопротивлении не совсем корректно. Это раньше, ну мы сами грешны этим, да, мы говорим, там у динамика выше сопротивление, значит он тише. Это не так, он на разных частотах, в зависимости от объема, в зависимости от объема, в который он играет, он будет на каких-то частотах мощнее, на каких-то слабее, то есть он будет получать меньше или больше мощности. Проще говоря, один динамик выхватит на 500 герцах 200 ватт, другой 150. И вот, например, среднечастотник на 500 герцах выживет там, где мидбас может умереть. Или мидбас выживет на частотах комфортных для него, а серединка сдохнет. Что, собственно, у Миши М, да, случилось вот в тесте, когда он зачем-то с мидбасом решил сравнить среднечастотник. Итак, на данный момент мы что видим? Я вам показал, что частоты для динамиков критичны для их нормальной работы. Теперь мы посмотрим примерно 160 Гц. Это как бы вот нижний порог для работы среднечастотника. Посмотрим, сколько залетает мощи. Это уже очень грубо. Вот под 170 на 160 выхватил Loud Sound. Пройду покомфортней. На 100, 130, да, где-то сейчас было. Вот. Ну, то есть, если мы говорим о максимальной мощности, можно сейчас найти частоту, где какому-то из динамиков будет комфортнее, и там жарить его до пьянения. Но мы с вами порядок цифр видим. Усилитель у нас с потенциалом работы в 4 Ома 330 Вт чистого сигнала. Под 200 мы можем подняться без особого риска. Выше я просто крутить не хочу, я по звуку слышу, что это пиздец, что мы вливаем в мидбас. Вы так не слушаете, я вам честно говорю. Так, ну и что, надо музыку, да, запустить. И самое главное, то, чего вы все ждете, кто громче. Хотя давай, подожди, вместе их запустим, покажем вообще, как они как на музыке вообще. Ну, можешь пока посередине, но это ни на что не влияет. Покажем на музыке, что за ваты. Просто мы их померить не можем, может кто-то и сможет, но они и не должны быть такие высокие. Как бы вот сейчас проверим вот эту же мощность, которая у нас показывала на сопротивлениях 330 Вт, на динамиках 150 плюс. И сейчас на музыкальном треке. Call it the flash. 12 roller Honda Civic with a trunk full of cash. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lab. And if you ever fuck with me, I'ma give you the claps. Burn you niggas with this pistol, this strong. Ну, я надеюсь, камера передаст. Ход у динамиков достаточно внушительный. На цифрах что мы там видели? Ну-ка. The monsters coming through, now the hood's alive. It's on, who say I'm alive? You didn't pick. Видим до 50, давайте пик-холд поставим. Увидим, сколько максимальные пики залетают в динамики. The safer host about to make this the year. Gotta ask him when the album dropping, this is the year. Since you think I'm playing with it, I'ma put it in here. Drop the shit on all you niggas, put your back in the wheel. Your favorite host about to make this the year. Gotta ask him when the album dropping, this is the year. Ну вот на музыке мы видим, Loud Sound не прыгает выше 75, упирается сильнее. Рост импеданса до 5,1 Ом, у Прайда 4,5 Ома. Поэтому не надо говорить, что
Ну, у них и так одинаковое сопротивление, по-моему. Но кто-то говорил, по-моему, что сопротивление Fallout Sound меньше, поэтому он должен быть громче. Ну, немножко не так, я надеюсь. Что... Ну, там заявки это одно, а вот в работе мы видим, если мы чуть-чуть дадим даже мощи. Вернее, не мощи. Ну вот дадим 50 Гц и чуть-чуть. Увидим сейчас сопротивление при малой мощности. Видим ровно 4 на прайде, ровно 4 на Loud Sound. 4.1, да? И там 4.1. Дадим больше сейчас. Ну вот Loud Sound сейчас выше, вырос 5.2. Прайд меньше остался. Поэтому, я надеюсь, этот миф мы тоже, да, развеяли. Что где-то меньше сопротивления, где-то больше. В работе надо проверять на разных частотах. Так, теперь делаем следующее. На разных частотах прогоним, собственно, кто громче. На какой? На одной и той же мощности. Да, мы же так можем сейчас сделать. Что у нас получается? 100 Гц. Loud Sound отключен, Pride отключен, микрофон покажи. Да нет, что, на видео, во-первых, все видно. Да и фоткать можно. Так, выставляем сколько? Ватт 50, да, зальем? Давай больше. Вроде идет соточку. Ватт. 68,4. На 150 62 ватта. 73,4. 200 Гц, 48 ватт. 76,8. Ну дальше будем, не знаю. Давай еще 1200. Мы сейчас охуеем, и соседи охуеют. А 83,8. Я что-то... Ты слышишь, как в трубе все что-то приглушило? Это очень громко, ребята, чтобы вы понимали, мы сейчас 2 ватта увидели, но уже не меряет там так высоко. Ну, сейчас мы в динамик вливаем порядка 100 ватт, и это очень громко, это очень громко. То есть музыку сейчас включить, это именно вот то, что все слушают. Вы понимаете, да, что у нас 1500 ого сейчас херачит в один динамик. Мы 100 поставили, а потом от них плясали, грубо говоря. Сейчас посмотрим. 100 ватт. Понял, у нас питание, наверное, уже просто проседает, да? Ну да. А, смотрю, вниз идет. У нас, получается, ЛС на пониженном питании херачил. Ну, мы немножко нафейлили. Loud Sound запускали на пониженном питании, забыли зарядку воткнуть. Оставим так уже. Просто учтите просевшее питание на ЛС. Я сейчас просто смотрю, вот на последней частоте идет вниз рез, потом посмотрел, вольтаж у нас падает. Так, ну и то, чего вы все ждете? 50 Гц максимум. Максимум. HPF выключен. LPF выключен.
Аж это дышать не... Фу, какой лак ядовитый. Да, все на всю, Loud Sound сдохнет раньше. Это никого не должно удивлять. Динамик имеет катушку диаметром 1,5 дюйма против 2 дюймов. Тепло отводит хуже. И в ходе сегодняшнего теста мы узнали, что он громче, у него стандартный типа размер, шире диапазон имеет, это как бы субъективно на слух. Ну и по частотам мы прогнали, в принципе, там видно некоторые частоты, вот именно средние, они громче. У Прайда преимущество — это живучесть. Он, наверное, подойдет в такие системы, где вы не контролируете мощность, где вот полным беспределом занимаетесь, он простит вам чуть-чуть. Но у него диф сломает и при превышении хода на нижних частотах или на избыточной мощи, естественно, упрется все в механику. На повседнев я себя глупо чувствую, когда я рекомендую покупать свой динамик. Ну, я бы, правда, его купил при усилителе обычном 100-150 ваттном, он у вас в системе будет играть громче и качественнее. Если вы захотите влить в него больше 200 ватт по стоянке, вот как мы делали там на синусоиде, то на некоторых частотах, на 50-100 Гц, конечно, произойдет беда. На частотах выше можно, конечно, поливать там и до 300. Я надеюсь, обзор вам понравился. Пишите обязательно ваши комментарии. Пожалуйста, не начинайте холивар. Я вот как могу уже автозвук пытаюсь увести вот в русло, где нету вот этой срани, где нет быдла. И вот меня вот до сих пор очень сильно расстраивают люди, которые под видео пишут там: это говно, там Прайда дрочера, Альфарда дрочера. Ребята, это просто железки, это аппаратура, и она все лучше и лучше становится. И этот обзор я снимаю, чтобы больше вот для вас на вопросы ответить, потому что продажи лаудсаундов, они не просто порадовали, их никто не ожидал, такие, я не ожидал. На самом деле очень востребованный динамик получился. Я надеюсь, что следующий динамик у нас скоро заходит, LS60, он тоже будет востребован. На верстачок принесли, скоро будем открывать ателье. Смотрите, что у нас есть. О, бурмистр. Выезжающий с подсветкой, все дела. Сейчас тестировать тоже будем. Если кто не знает, это у нас ателье, направленное на автомобили, так скажем, премиум класса, вот, типа ВАЗ-2113, если стоит. Вот. Ну, если серьезно, на замену OEM штатных систем, такие чистовые работы. Тиграна ателье по-прежнему продолжает работать, и он переезжает скоро в новый большой бокс. Я надеюсь, у него все получится с этим. Динамики с росписью, есть без росписи. Кому не хочется без росписи, могут без заказать. Это отдельные позиции. Роспись не только на коробке, но и на магните сзади. Моя, очень много людей просят с росписью. Мы за это деньги не берем, поэтому можете смело заказывать, не дороже стоят. А что у нас за Teampride кепки? Откуда они взялись? А я не могу подойти, зачем вы столько проводов поставили? Я реально до басика не дотягиваюсь. У меня спина просто болит. А ну достань вот того басика. Какого? Вон того. Привет! Ну что, дождать? Слышно, у него шапка сползает. А что, она пришита? Ладно, пух, Саша сказал, да, там не надо срать в комментах. Ну я же знаю, что вы будете это делать, долб***ы. Давайте погнали, Прайд, там, Альфард, что лучше, Loud Sound лучше, поняли? А сколько этот басик стоит? 950 рублей, по-моему. 950? Да, блядь. О, шапка открепилась. Прикинь, когда он упал. Да, кстати, при покупке 2 Loud Sound LS65, ну 2 пар, а не 2 штук, дарят меня, охуевшие совсем. Те, кто не хочет покупать LS65, или Арнольды, или Соло, вы знаете, что вам купить? Мозги, блядь, купите. Ну, а если на мозги не хватает, можете вот взять нормальные динамики. Это что это? Это овалы. Нихера себе магнит какой. Это что за овалы такие? Тёма, ну-ка покажи. Альфард опять. Мы не отважимся от этого клейма никогда. Мы не пиарим Альфард. Альфард пиарит нас. Смотрите на канале Альфард Групп. Блять, опять, да? Витю видели, крадуна? Витю повязали менты. Это постанова. Это для тех, кто мозги не купил. Я говорю, это постанова. Если бы Витю повязали настоящие менты, он бы описался и обкакался. Витя не обидится. Витю видел? Мафиозник, блядь. Мафиозник. О, бля.